Я всех приветствую, и мы снова продолжаем разговаривать о литературных произведениях. В текущем выпуске речь пойдет про Человека-бензопилу. Безусловно, вы помните про данную серию литературных произведений. Число их в русской локализации равнялось 9, в японской локализации чуть побольше книг было, другое деление и все такое. Ну и относительно недавно, пару месяцев назад, может быть 2, может быть 6, может быть еще больше, появляется еще одно произведение. И дело все в том, что стало интересно, что оно из себя представляет. Поскольку у меня был некий отдых от классической литературы, разобравшись более или менее с «Парижскими волками» Уильяма Коба, я решил вернуться к бензопиле, посмотреть, что там как, и думал, сейчас возьму новую часть, посмотрю на замечательные иллюстрации, и все у меня будет круто и классно. Но, разумеется, все действительно было круто, классно, но дальше спойлер. Если вы хотите самостоятельно ознакомиться с данным произведением, вот сейчас было что-то вроде 2 пробных страниц, обложка и стартовая информация, и дальше у нас уже идут спойлеры. Дело все в том, что данное произведение значительно отличается от того, что мы видели раньше. Если раньше у нас были иллюстрации с небольшим числом текстовых блоков, то теперь у нас огромное число текстовых блоков и минимальное число иллюстраций. С одной стороны, для людей, которые хотели ознакомиться с данной серией, существовала такая проблема. Произведение в формате иллюстраций с минимальным числом текстовой информации людей отталкивало. Теперь же максимальное число букв и минимальное число иллюстраций. Как говорится, вы хотели, получайте. С одной стороны, это довольно интересный опыт. С другой же стороны, поскольку мне казалось, что я смогу отдохнуть от классической литературы, я был порядком удивлен, когда увидел отсутствие иллюстраций и такой: опять буквы? Ну что ж, ладно. И вся проблема в том, что текст вещь достаточно специфическая. Дело все в том, что в конкретном случае мы можем лицезреть несколько проблем, которые присущи стандартной классической литературе. Разумеется, дело как раз в оформлении. Более или менее текст в данном сегменте достаточно хорош, поскольку его легко читать, буквы достаточно крупные, и это классно. Есть еще такая проблема в большинстве произведений, практически во всех прям, это отсутствие буквы «ё». Здесь буква «ё» встречается, но не сказать, что прям повсеместно. В некоторых словах, в некоторых фрагментах букву «ё» все-таки можно встретить, и это меня прям очень и очень сильно порадовало. Поскольку, когда ты видишь букву «ё» в произведениях, сразу становится как-то тепло на душе. Вот. Далее. У нас имеется где-то 208 страниц и дополнительно еще несколько иллюстраций. Но, чтобы так, без спойлеров, не хочется даже говорить, сколько именно иллюстраций будет, поскольку всегда приятно натыкаться на иллюстрации в произведении самостоятельно. Так. Ну, учитывая то, что сама стоимость на данное произведение примерно такая же, как и стоимость остальных произведений в серии, это прям интересно. Интересно, поскольку текст, иллюстрации,
Не знаю, равнозначно ли цена и содержание, но в общем и целом это довольно интересный опыт. В том плане, что помимо стандартных иллюстраций ты видишь текст. Ну, в общем и целом, это, наверное, все. Изначально я думал все это уместить в 60 секунд, но потом решил растянуть хронометраж, поскольку никто, вероятно, и так подобные ролики не смотрит. И вся ключевая информация и так содержится в стандартных 60 секундах, а дальше уже проливается вода. Так что, вот. В общем, в целом это все, о чем хотелось бы в сегодняшнем ролике поговорить. Желаю всем удачи, хорошего настроения. На этом все.